Рейнджер работал на Апалачской тропе в штате Мэн, когда наткнулся на нечто неожиданное. Среди деревьев стояла полуразрушенная палатка. Лесник понял, что только что наткнулся на заброшенный кемпинг туриста, пропавшего 2 года назад. Все стало еще более странным, когда мужчина нашел дневник пропавшей туристки внутри поврежденной палатки и смог заглянуть в записи ее последних минут жизни. Джерри было 66 лет, когда она решила пройти по одному из самых знаковых туристических маршрутов в США – Апалачской тропе. Протянувшаяся от горы Спрингер в Джорджии до горы Кидидан в штате Мэн, тропа имеет длину около 2200 миль, и она точно не для слабонервных. Но женщину сдерживало одно обстоятельство. Дорогие зрители, прежде чем мы начнем, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Джерри приняла решение. Она собиралась проложить маршрут и отправиться в поход по Апалачской тропе. Хотя Джордж не был готов последовать за женой в это приключение, он ее поддержал. Продав свой дом в Атланте, супруги переехали к дочери в Брентфорд, штат Теннесси. Именно там Джерри начала планировать свой поход. Это будет долгий и трудный путь, и Джерри предстояло преодолеть одно препятствие. За несколько лет до этого она получила травму спины, из-за чего ей было тяжело носить большие и тяжелые рюкзаки. К счастью, ее муж придумал идеальное решение для своей жены. Вместо того, чтобы нести все ее припасы на протяжении всего похода, Джордж сказал Джерри, что будет регулярно подвозить их к различным контрольным точкам. Это было идеальное решение. Теперь Джерри оставалось только пройти несколько тренировочных испытаний, и она будет готова отправиться покорять Апалачскую тропу. Джерри и ее подруга Джейн начали свое путешествие 23 апреля 2013 года, стартовав в Харперс-Ферри в Западной Вирджинии. По словам друзей, они хотели отправиться в поход на север до города на горе Кидидан. Оттуда они должны были вернуться в исходную точку и пройти южную половину тропы до горы Спрингер. Сначала все шло по плану, но потом удача отвернулась от них. В конце июня, через 2 месяца после начала путешествия, Джейн получила известие о семейном несчастье. У нее не было другого выбора, кроме как оставить Джерри на тропе. Но Джерри не остановила отсутствие подруги, и она продолжила путь. Джерри была одна, но делала все возможное. Строила самодельные убежища в отдаленных уголках тропы и встречалась с Джорджем, когда он приносил ей припасы на контрольных пунктах. В общем, для Джерри все было по плану. К концу июля Джерри успела пройти около 900 миль Апалачской тропы. На тот момент она находилась примерно в 200 милях от горы Кидидан. Она была так близка к завершению северной части маршрута. Прежде чем встретиться с Джорджем, чтобы получить припасы на последние 100 миль, Джерри предстояло пройти 22 мили по пересеченной местности. Она знала, что 22 мили до Джорджа займут не меньше 2 дней. Поэтому она взяла с собой палатку на случай, если другие варианты ночлега не подойдут. Отдохнув, Джерри была готова снова отправиться в путь. 22 июля Джерри шла по тропе, когда забрела в листву, чтобы найти место для туалета. Джерри не сразу поняла, что она заблудилась. Она изо всех сил старалась сохранять спокойствие, хотя понятия не имела, где находится. Она набрала сообщение Джорджу, попросив его связаться с Апалачским горным клубом. Текст гласил: «Я сошла с тропы. Теперь не знаю, куда идти. Ты можешь позвонить в горный клуб, чтобы узнать, сможет ли кто-нибудь из смотрителей тропы мне помочь. Я нахожусь где-то к северу от Вудс-Роуд». К сожалению, Джерри была слишком глубоко в лесу. Сотовой связи не было, поэтому сообщение отправить не удалось. Джерри была предоставлена сама себе. Заметив, что сообщение не отправляется, она поискала место повыше, надеясь, что там есть сотовая связь. К сожалению, она ничего не нашла. В стороне от тропы Джордж ждал жену в назначенной контрольной точке. Накануне вечером погода была плохая, поэтому он не слишком обеспокоился, когда она не появилась в назначенное время. Меньше всего он думал, что жена заблудилась в лесу в поисках сигнала сотового телефона.
Но прождав сутки в назначенном месте, Джордж, предчувствуя беду, обратился за помощью. Служба полиции штата Мэн и добровольцы начали поиски. Несколько опытных туристов прочесывали местность вдоль тропы. Поисковая группа отправилась по тропе к северу от Поплар-Ридж, зная, что это место значится в маршруте Джерри и является последним, где она должна была быть перед встречей с Джорджем. Пока они пытались найти Джерри, она пыталась выжить. Ее запасы еды быстро иссякали. Но она сосредоточилась на вещах, которые могла контролировать, например, на том, чтобы сделать свое убежище более заметным для потенциальных поисковых самолетов. К сожалению, дни тянулись, а ее так никто и не нашел. Однако Джерри находила, чем занять свое время. Она читала роман, который был у нее в рюкзаке, и создавала сложные выкройки для шитья с помощью зубной нити. Записи в дневнике также помогали скоротать время. 6 августа, через 15 дней после того, как она потерялась, Джерри снова попыталась отправить сообщение Джорджу, но безуспешно. Не найдя никаких следов пропавшей женщины, местные власти были вынуждены прекратить поисковую операцию. Прошло 2 года, прежде чем удалось найти Джерри и ее лагерь. Наконец, 14 октября 2015 года лесник, работавший в этом районе, наткнулся на то, что показалось ему похожим на тело, завернутое в спальный мешок. Он немедленно связался с местными властями, не совсем понимая, на что он только что наткнулся. Офицер Кевин и съемочная группа, снимавшая эпизод сериала «Закон Нортвуда», приехали на место, где лесник нашел тело. Офицер Кевин не мог поверить, что это та женщина, которую он искал несколько лет назад. Они легко опознали тело Джерри, так как ее идентификационный значок лежал в сумке рядом с ней. Это было тяжелое время для тех, кто входил в первоначальную поисковую группу, включая начальника Криса Маккея. Они также нашли ее дневник, в котором подробно описаны последние дни, когда Джерри была одна в лесу. Судя по записям, пожилая женщина знала, что не выживет. Одно из сообщений гласило: «Когда вы найдете мое тело, пожалуйста, позвоните моему мужу Джорджу и моей дочери Кэрри». Дорогие зрители, а что бы вы написали в своем дневнике на месте Джерри? И осмелились бы вы в одиночку пойти в горы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.